Привет! Сегодня у нас особый гость из Чехии. Истребитель МиГ-21МФ. МФ означает мега-фантастический, но об этом чуть позже. И, друзья, в конце видео мне понадобится ваша помощь, точнее совет, поэтому попрошу высказываться. На коробочке нарисована парочка польских мигов, дерзко пролетающих над пляжем. Надпись Profi Pack Edition дословно означает, что вы будете еще дольше сидеть над сборкой этого коршуна. А если по факту, то моделька комплектуется дополнительными ништяками. Сейчас посмотрим какими. Модификация МФ 1969 года являлась экспортным вариантом самолета МиГ-21СМ. СМ-ка в свою очередь отличалась от предшественников более мощным двигателем и встроенной в фюзеляж пушкой ГШ-23. На боковинах коробочки из интересного нарисованы 5 доступных вариантов окраски машины, ну и всякие надписи наподобие той, что моделька свежая 2018 года. Внутри коробки затесались 2 набора фототравления для Пазика 3L и Реси, а также Браунинг. Можете попробовать угадать, на какой танк я попытаюсь его прилепить. Если кто не понял, данные наборчики не имеют отношения к самолету, просто я их прикупил заодно с самолетом. Здесь у нас упаковка с прозрачными деталями, 3 литника с деталями из серого пластика, инструкция в форме книжечки, декали, фототравление и еще что-то. Давайте более подробно. Итак, 3 рамки с деталями, собственно фюзеляжа, крыльев и прочих деталей корпуса самолета. Расшивка внутренняя, есть аккуратненькая клепка, питатели деталей размещены в правильных местах. В общем, все признаки современной качественной модели. Есть проработка ниш шасси. Попробую отсоединить половинки фюзеляжа и проверить стыкуемость. Сходится все довольно хорошо. Дальше литничок с внутрянкой кабины пилота. Детальки четкие, ажурные, лишь на одной детальке небольшой облой. И последний литник с вооружением, ракетами, неуправляемыми ракетами, дополнительными топливными баками. В общем, можно подобрать разные конфигурации подвесов. Литник с прозрачными деталями, несколько вариантов фонарей, стеклянная приборная панель под декали и другие мелочи. Дальше у нас декали на 5 вариантов экспортных машин. Польша, ГДР, Чехословакия, Румыния и Республика Мали. Что у нас есть из дополнительных ништяков? Это дополнительный набор декалей и с техническими надписями самолета и вооружения. Набор цветного фотоотравления, преимущественно с элементами кабины, которые неплохо придают реалистичности данной модели. Также есть набор масочек для остекления. Инструкция представляет собой цветную глянцевую книжечку целиком на английском языке. На первой странице интересная историческая справка, где говорится о бурной истории этой боевой машины. В том числе то, что она побывала на всех континентах, кроме Австралии. Сборка модели удобно разбита на мелкие и подробные узлы сборки, что не даст вам запутаться во всем обилии деталей. Детальные схемы установки опознавательных знаков, технических надписей, вооружения. Что можно сказать по итогу? Мне модель очень нравится. Во-первых, легендарная машина. Во-вторых, качественная модель от чешского производителя. Основную сложность, как мне кажется, здесь будет представлять не сама сборка самолета, а долгое и упорное приклеивание технических надписей. И, как я и говорил, мне бы хотелось услышать вашего совета. Я планирую не закидывать эту модель в дальний ящик, но это не точно. Я склоняюсь к 2 вариантам окраса. Это, грубо говоря, в серебристый цвет польских ВВС, как на бокс-арте. Во-первых, это красивый цвет, во-вторых, классные ОЗ. И второй вариант, к которому я больше склоняюсь, это самолет ГДР в агрессивном двухцветном камуфляже. Какой вариант окраски выбрали бы вы? И может, какие советы по сборке и окраске в целом можете предложить? Спасибо за ваше внимание, оставляйте подписочку и лайк, кому было интересно. До связи.